Привет! Сегодня расскажу вам, как по-английски говорить где-то что-то написано, например, на заборе слово из 3 букв, или на стене, или в каком-то сообщении, или в электронном письме, или в докладе, или в книге. Один глагол будем использовать, максимум 2, ну ладно, максимум 3. И после этого прокомментирует, получил интересные комментарии, хочется прокомментировать. Помните, в прошлый раз у нас видео было про предлог, и вы знаете вот эти вот сказки про общественный транспорт, почему предлог он, то генератор этих сказок. У меня в детстве была книжка «Сказки народов мира». Вот я думаю, это оттуда. Представьте ситуацию. Вы находитесь в путешествии в какой-то стране, язык, чей вы не понимаете, вы на станции, и там чего-то написано на объявлении. И прежде чем вы откроете свой телефон и попытаетесь сделать картинку, а потом это все через Google Translate или какой-нибудь ИИ перевести, первое, что вы хотите спросить у своего товарища, который говорит на этом языке, что там написано? Как бы вы это сказали по-английски? Вопрос простой. У многих сразу в голове возникают идеи насчет страдательного залога. Is written, например, как-нибудь. В английском языке это предложение будет в активном залоге. То есть, как мы обычно говорим, у нас будет деятель и у нас будет глагол. Для того, чтобы передать русское «где-то что-то написано», мы будем использовать в английском языке глагол «говорить». Say что-то, says. Дословно, если мы будем переводить, что-то говорит. В русском языке мы будем прилагать небольшое усилие и интерпретировать это «где-то написано». Например, вернемся к нашему вопросу. Чего там написано в объявлении или на стене или на знаке? What does it say? What does it say? Напоминаю, что так как у нас все вспомогательные глаголы в английском языке в вопросе привязаны к существительному, it определяет вспомогательный глагол does. Соответственно, what does it say? Вы можете пойти дальше. Вы можете говорить о вещах, которые вы когда-либо читали, видели, или кто-то видел, и вы хотите знать, а что там было написано? Увидели вы эту вывеску, не перевели, телефон у вас сел, Google переводчика нет, все, труба. Потом давеча вспомнили, ой, а что ж там было написано? В этом случае вы должны перевести весь ваш контент в прошедшее время. Меняем does в прошедшую форму did. What did it say? What did it say? Что там было написано? Hey, what did it say? Когда вы читаете какую-то литературу, книги, в Гарри Поттере очень часто, вместо глагола say, особенно когда речь идет о каких-то письмах, записках, книгах, можно прочитать глагол read. The letter read. В письме было написано, и дальше содержание приводится. Или the message reads. В сообщении написано. Но это будет уже поэтический вариант. Я же вам сейчас вещаю о том, как дела обстоят в everyday spoken English, в обычной бытовом языке. Say by far is the most common verb in this context. Я буду говорить по-русски, вы пытаетесь говорить по-английски. Я буду говорить просто словосочетаниями без каких-либо предложений. Итак, в рецепте написано, что the recipe says. И дальше вы продолжаете. То есть вы продолжаете так, как будто у вас новое предложение. Например, the recipe says to add more water. В рецепте написано, нужно больше воды. The recipe says to add more water. Можете пойти по-другому. Можете убрать инфинитив, сказать the recipe says we need more water. Be my guest. Как хотите. В имейле написано the email says, если вам какую-то записку кто-то передал, любая бумага, где что-то написано, the note says. Или знаете, когда цветы посылают или подарки, там есть записка. И вы хотите сказать, ну что нам в записке написано, кто это подарил? Опять же, как в первом варианте у нас было, what does it say? What does the note say? What does the note say? Что там написано? И вы отвечаете, it says, тут, здесь, там написано, у вас всегда будет подлежащее либо конкретно, вы говорите the note, но чаще всего, помните, мы все должны изменять в местоимение, это фишка английского языка, чтобы не было тавтологии. It
says бла-бла-бла. Напоминаю, произношение глагола say, когда к нему добавляется окончание третьего лица единственного числа, s мы добавляем, и мы уже не произносим его как say, z. Часто многие произносят says. Мы произносим его обычным звуком says. Says. Здесь главное не переборщить, там не открытый звук, который вот так вот рисуется в транскрипции. В английском языке вот этот вот apple звук, там мало того, что надо немного челюсть, чтобы она отпала, не до пола. И язык попытаться не уводить туда. Трудно сказать, когда вы всю жизнь по-русски говорили. Тем не менее, это не этот звук. В слове says звук как в слове кровать. Bed. Нейтральный звук Опять же, не старайтесь язык увести назад, как в русском Иначе у вас получится такое эко не русское. Там не русский там английский Они похожи, но не совсем. Или смс-ка к вам пришла. What does the text say? What does the text say? И опять начинаете. It says, тут написано, бла-бла-бла. Что еще может быть? Может быть какая-то инструкция. Например, вы в IKEA купили какую-то мебель и надо ее собрать. The manual says, в инструкции написано, нам нужно тут вот болт прикрутить или, например, использовать дрель. The manual says we need to use a drill. Вы можете пойти дальше и сказать, чего не написано. Например, человек там собирает какой-то предмет или что-нибудь делает не так, и вы говорите, well, the instructions didn't say that. The instructions didn't say that. Но в инструкциях такого не было написано. То есть, видите, отрицательное предложение вполне имеет место. Окей. Теперь давайте поговорим про предлоги. Вы все знаете, что когда речь идет про транспорт общественный, автобусы, bus, train, boat or ship or plane, используется предлог on, когда вы находитесь в этом общественном транспорте. Ну, комментариев у меня было, там кто-то вопрос задал, почему тогда вот тут вот так, вот тут вот. И кто-то пересказал всем известную сказку про вот это вот стояние в общественном транспорте, предусматривает предлог on. Я так думаю, не стояние, предусматривает что-то еще. Конечно, если вам это удобно, это вам помогает запомнить, be my guest, но только beware that there are some situations and context where this rule, well, because that's not even a rule. It's a made-up story. It's not going to work. And I'm going to show you this context where this made-up rule doesn't work. It falls flat. Например, давайте сначала объясню вообще в чем дело. Когда вы говорите про поезд, автобус, самолет, вы находитесь на поверхности. Вспоминайте мое видео из прошлой недели. Вы находитесь на поверхности, on the surface. Во-первых, вы заходите на борт. Помните, это все бортовые, так сказать, public transportation, I mean. Помните, на самолете вы говорите welcome aboard, в поезд, all aboard. Ну, на корабль, понятно. На автобус тоже редко вы услышите где-то в России или в общем, в Америке языке all aboard. Aboard. На борту. Даже по-русски мы говорим на борт. Добро пожаловать не в борт, что вы это внутри, а мы находимся на борту. Во-первых, вы от земли подняты. Зайти, чтобы в автобус, нужно ноженьку поднять. Ну, сейчас делают такие автобусы, что там практически нет вот лестницы, да, вровень с землей. Но все равно вам нужно ногу поднять. Вы находитесь на какой-то платформе, и для всех нас, она служит неким surface. Самое basic объяснение предлога on is when something is on the surface. Literally on the top. Сверху лежит вот на поверхности. Поэтому on board, на борту, все, больше ничего не надо запоминать. Неважно, можете вы там стоять, лежать, можете сидеть, но вы on board. Вы говорите on только когда самолет, пароход, автобус, поезд находится в движении. Ну или когда он стоит на остановке, чтобы люди сели. Но он как говорится, in service, в процессе, так сказать, обслуживания людей. Если вы сидите в автобусе, и автобус еще никуда не двигается, он еще не тронулся, или он поломался, там ведутся ремонтные работы, тогда предлог меняется. Например, the workers are in the train doing maintenance. The workers are in the train doing maintenance.
Сейчас рабочий находится в поезде, ремонтирует его. Поезд никуда не едет, он находится not in service, and it's not moving. And мы не знаем, есть там passengers или нет, но сейчас его ремонтируют, и здесь нет предлога on. Или в такой ситуации вы говорите, что it was really hot in the bus today. The AC didn't work. Сегодня в автобусе было очень жарко, кондиционер не работал. Не on the bus, а in the bus. Потому что здесь вы имеете в виду себя не как пассажира, а вы описываете внутренности. Здесь уже получается containment. Вспоминайте картинку из прошлого видео, когда там шарик был в кубе. Внутри автобуса было холодно. It was, вернее, жарко. И таких ситуаций, они не единичные. Таких ситуаций много, поэтому мне кто-то вот в комментарии написал: да и вообще пофиг, я слышал, говорили in the bus. Народ, товарищи, соотечественники, давайте подходить к ситуации критически. Вот такого рода комментарии, они без смысла, понимаете? То, что вы слышали in the bus, всему нужен контекст. Поэтому если вы говорите вот так, то вы уточняете, что не в этом контексте, когда вы едете на автобусе или вы что-то забыли на нем, будучи пассажиром, у вас всегда будет предлог on, у вас не будет предлога in. У вас будут предлоги in в других ситуациях, когда фокус смещен или когда там что-то ремонтируется и автобус не он сейчас не работает, не на линии. Context is и по поводу congratulations. Обычно congratulations on anniversary официально, слишком официально, особенно для комментариев. Как-то стиль не выдержан, поэтому happy anniversary. Знаете, как с днем рождения, когда вас поздравляют? Просто happy anniversary — это the most common way сказать с юбилеем вас, товарищи. Alright, на сегодня это все. Я желаю всем отличной рабочей недели. Не болейте. Пока.